Оп-оп-оп. Раз. Вот оно что. Итак, добрый вечер. Проверка качества звука. Сейчас я должен тебя услышать. Так, все, я себя слышу. Так, добрый вечер, дамы и господа. Всем привет экзотанкистам. Экзотанкисткам тоже. Вот, кто у нас в чатике есть. Вижу иллюзия. Мойс, добрый день, всем вечер. Добрый вечер тоже. У кого-то добрый день, у кого-то добрый вечер, у кого-то добрая ночь или доброе утро, да? У Мойса недобрый какой-то вечер, да? Как-то жаль, что недобрый. Папа Сталин, мистер Деннис и Харизматик Кэт. О, новый человек, впервые тебя вижу, но очень рад, что ты наконец-то к нам пожаловал. Наконец-то, конечно, было лишнее, но впервые к нам пожаловал. Добрый вечер. Итак, с вами снова Геннадий, и сегодня у нас очередной пятничный стрим, да? Но как вы знаете, любой стрим, каждый стрим очень сильно отличается от предыдущего, да, от всех других остальных. Поэтому сегодня, да, без сомнений, сегодня есть очень большой веский повод, который мы с вами должны отпраздновать. А именно это касается для тех наших зрителей, которые живут в Европе, в американском регионе, да, это Северная, Южная Америка, Канада, те страны, которые празднуют Рождество Христово 25 декабря. Именно вас я всех поздравляю. Аристократ из Дискорда, привет, все, буду знать, что ты аристократ. Отлично. Так вот, всех вас, друзья мои, которые празднуют Рождество Христово 25 декабря, я от души поздравляю. И, наверное, я воспользуюсь такой возможностью поздравить от лица Экзотанкс вас всех, да. Но те, кто не празднует, я вас тоже поздравляю, потому что, да, помимо этого у нас сегодня будет, в принципе, интересный, да, с точки зрения полуобразовательный такой стрим. Мы вам немножечко расскажем, покажем. Приятно видеть новеньких. Да, очень приятно видеть новеньких. Мы немножечко поиграем на танке Дракон. Да, вот. У некоторых игроков возникает ощущение, играя на нем, что он не особо сильный, да, а у некоторых игроков, да, возникает ощущение, что он слишком много наносит урон с одного выстрела, и за счет этого он имбовый, да, особенно если рядом стоит какой-нибудь танк, который имеет обыкновение увеличивать исходящий урон. Вот. Это все мы с вами сегодня обсудим, сделаем какой-нибудь, знаете, срез вместе с вами. Я очень всегда надеюсь на вашу поддержку, на вашу помощь, потому что я как игрок, да, вот есть у меня друзья в чате, которые гораздо больше, чем я, отыгрывают обычно, да, и они зачастую больше знают, как Мойс, да, например, я его всегда слушаю. Вот. Его мнение мы тоже обязательно выслушаем, вот, и сделаем некоторый вердикт. Вот стоит на нем играть или не стоит, да, и это еще не все. Мы с вами, как обычно, выполняем задание. И сегодня просто супер-супер. Мне попалось то, что у меня ежедневное задание легкое, очень простое, которое я могу выполнить буквально за один клик, да. Есть и среднее и сложное задание. Помните, сложное задание я не выполнил до конца на прошлом стриме. Но сегодня я прям намерен его выполнить. И я намерен его выполнить на танке Механик. Потому что сложное и среднее задание у меня можно выполнить на одном танке. Если я 3 игры выиграю на механике, то мне выполнится и то, и другое. Поэтому я супер сильно рад. Давайте-ка сразу же добавим звука немножечко, потому что звук я периодически всегда выключаю. Сделаем его на 29. Мне очень комфортно это число. Вот, я как начал играть драконов, часто вижу, особенно которые агрессивно влетают и ломают лица. Драконы, конечно, да, это прям страшный танк, мы еще на прошлом стриме с вами его обсуждали. Давайте-ка, в первую очередь, если вам уже попадалось такое задание, то вам, конечно, я завидую. Мне такое задание не попадалось, но впервые. И как оно звучит? Нанесите на любой танк любую эмблему. Это прям супер шикарно. Мы сразу же пойдем выбирать танк, конечно, старик, потому что на нем мы сегодня будем играть. Вот. И выберем эмблему какую-нибудь. Какую-нибудь хорошую, да? И нанесем. Наверное, сюда нанесем. Чтобы красиво было. Вот так как сегодня же... Подождите. Сегодня же, без сомнения... Ой, подождите. Криворукий Геннадий сейчас. Вот так вот. Сегодня же праздник. Мы возьмем наклейку в виде подарка. Нет, такой большой не надо. Да, вот такой, да. И наклеим вот прямо сюда.
заднюю часть, чтобы все видели, что я на Геннадии. Я прям подарочек пришел всем дарить радость, счастье и веселье. Да, вот. Помните, да, этот анекдот? Что ты несешь? Я несу людям счастье. Вот, именно этим мы сегодня и будем заниматься. Нести людям счастье. Какая красота. Наконец-то мы это сделали. И получили сразу же, выполнили задание. Нанесите на любой танк любую эмблему. Отлично. Шикарно. А в чатике Миша пишет, да? Про старика будет любопытно послушать, посмотреть. Вчера его как раз я прикупил. О, отлично, Михаил. Конечно, вот мы прямо с него и начнем, да? Все-таки надо сделать танк Т-34 Легенда. Капслук, хорошая идея. Надо прямо написать. Это на самом деле без сомнения. Его обязательно нужно делать. Надо передать эти слова разработчикам. Иллюзия. Надеюсь, вы передадите там специалистам, кто этим занимается. Вот. Пазик 4. Какой гений это придумал? Пазик 4. Ну, не знаю. Какой-то гениальный разработчик. Вот. Честно говоря, не совсем понимаю. Вот не совсем понял, в чем гениальность, но без сомнения гениальность в нем есть. Если меня выкинет с игры, я не виноват. Интернет шалит сегодня. Ну, ничего страшного, да, понимаем. Итак, первое задание выполнили, мы теперь подарочек. Я уверен, что игроки, которые нас встретят, они также с радостью, знаете, как подарок нас воспримут, да. Мы сейчас сразу сначала идем играть на старике, потом одну игру идем на механике, потом снова на старике, потом снова на механике, и вот так почередуем, да. Потому что если мы действительно выиграем сегодня 3 игры на механике, я сразу выполню все задания. Это будет очень круто, очень классно, и поднимется настроение, поднимется уровень гормонов, отвечающих за настроение, точнее серотонин, да, и обязательно поднимется дофамин, потому что, знаете, знаете, в чем различие между серотонином и дофамином? Если очень просто и очень коротко, дело в том, что дофамин поднимается тогда, когда у нас есть предчувствие, и мы знаем, как происходит процесс, и мы знаем, что нас должно ждать хорошая, положительная реакция, да, и вот когда мы ее получаем, вот тогда выделяется дофамин. Если мы не знаем, случайно как-то происходит, да, и в остальных случаях тогда выделяется серотонин. Но, опять же, я вот очень сильно все упростил. Дело в том, что у дофамина есть множество разных функций, начиная таких как он работает как гормон, и он может работать как нейромедиатор, он может работать как помощник в пищеварении, очень много функций, но я вот сейчас вам описал только одну, как нейромедиатор. Если вам очень интересно, можете почитать о высшей нервной деятельности человека. Это, в принципе, очень всегда интересно и занимательно. Может быть, как-нибудь я вам еще что-нибудь расскажу. Угу. Капсик. Да надо в будущем обязательно здравствуй. Угу. И о том, что ввести в игру танк периода Великой БМВ, битый броней. Это забавно. Ну, я классику уважаю. Да, классику все уважают. Классику не уважать, это, конечно, прямо так вот. Он же старичок тоже попал чудом на Марс. Я сегодня шел по улице, уткнувшись в телефон. На полном ходу врезался в большую кучу снега. Выше меня на высоту. Чуть лицо не смог. Ой-ой-ой, Капси, конечно, так же нельзя. Снег это... Особенно если снег, он, знаете, примерзший немножечко. Если он только что выпавший, прям чуть-чуть, то прям при вас. Ну, вот тогда кайфануть может. Прям кайфуй, да. Вот мягко. Ну, знаете, видеоролик видели все, да? Где там... один специалист по боксу учит другого специалиста по боксу, типа начинающего специалиста по боксу. Кайфуй! Ударь, бей, кайфуй! Да вот, именно так. Поэтому сейчас мы попытаемся сделать то же самое, кайфануть. За меня и против меня все знакомые личности, очень много знакомых личностей, я очень рад, да. Видим Аскет. Аскет, какой хороший никнейм, Аскет. 10 уровня, тоже молодой игрок, видимо, да, и игрок 14 уровня я увидел, тоже, как можно лицо сломать, нет, ну видишь, мой, если снег снег только что пристывший, ну то есть остывший, такой вот, немножечко сверху даже корочкой покрытый, то тогда можно. Если наст, то можно.
Итак, выезжаем. Вот он, мы такой хороший. Я чисто подарочек на Геннадии. Хорошо. Не в столб. Ищи во всем хорошие капсик. Да. Да-да-да, есть такое. Незачем, да, лазить в телефонах дома, ноута, что ли, не хватает. Ну, во-первых, да, а если вот телефоном... Ну, я когда лажу в телефоне, когда куда-то двигаюсь, да, то я обычно смотрю, куда мне идти. Ну, зачастую, да, бывает. Либо отвечаю на какие-нибудь письма в личку. Вот. И так далее. В детстве я в деревья врезался часто, наверное, это такой красивый я. Да, деревья любят красивых. Так, вот оно что. Ой, вы видели, что я сделал? Я с первого выстрела сразу же попал огнем в ходовую и остановил Амадеуса моментально. Первый выстрел в игре за весь день, и он уже прямо приводит к фатальным последствиям. Какая красота. Вот. И уже, кстати, вот можем уже начинать наш гайд. Итак, с чего мы начнем? Наверное, именно с этой способности. У танка старика, давайте начнем со способностей, потом будем описывать характеристики. У танка старика есть энное количество способностей, а именно зарядить бронебойные, огонь в ходовую и полный вперед. 3 активные способности и 2 пассивные. Только что вы могли наблюдать за тем, как я использовал активную способность огонь в ходовую. А смысл его в том, что если вы попадаете во врага, то он останавливается. Вот только что сейчас, видели, я остановил врага. Мне крайне важно было это сделать, потому что если он заехал бы на нашу территорию, то наша зона не захватывалась бы. Так, хорошо. Сейчас будем обстреливать Амадеус. Так, меня свою нехорошесть запускает. Давайте спрячемся. О, вот оно что. Нет, все-таки успел, но это мой союзник. Как только в нас запустили кибератаку, мы потеряли управление, и от нас ушел... Опа, сразу же продлил. Так, мы с союзником, мистер Мойс, сначала тоже кинул, получается, кибервиртуализацию. Кибернетическую атаку. Точно, вот так вот. И мы сразу помогли. Отлично. Мне очень нравится то, что урон очень большой. Просто способности есть, которые помогают держать на месте врагов. Вот. Это первая способность, да, вот, о которой я сказал. Огонь в ходовую на кнопку Е. Очень важно, что понимать, что данная способность работает только тогда, когда вы попадаете. Вот сейчас, да, я не попал и не сработал. И вторым выстрелом тоже не попал. Ну ладно. Ох, какой дэмэдж залетел. Просто лютейший. Итак, вижу то, что какой-то союзный враг. Это не союзный танк. Это вот танк Амадеус. Сейчас, как только подготовились. Опа, все сразу. Мы сразу увидели, да, что враг уже подходит. И мы его, как только он вышел из виртуализации, сразу же не дали ему ни шагу двинуть. И сразу же в него выстрелили огнем в ходовой. Тем самым мы, получается, с мистером Мойсом очень хорошо... Опачки, опять огонь в ходовую. Все, остановили. Видите, если смотреть на то, как действуют другие танки, вот у других танков ты либо много наносишь урона, либо ты долго держишь на месте. А вот наш танк может и то, и другое. Сейчас я вот уничтожу данного противника, потом расскажу о других способностях, что же может данный танк. Сразу же кидаем огонь в ходовую, не даем двигаться. Это, конечно, плохо. Пытаемся заехать в заднюю часть корпуса, но нам, в принципе, не особо важно, потому что мы же стреляем с бронебойными, получается, снарядами. Это очень важный момент. И всегда был важным моментом. Гусеники сбивать и все планы вражин сбивать. Хорошо. Я пока этим не пользовался. Да, я сейчас расскажу, да-да-да. Планы вражин, конечно, сбивать очень важно. Особенно, если от этих планов, да, вот от того, где находится враг, зависит, побеждаете вы или нет, да. Вот конкретно в данном режиме очень важно, если он заезжает на вашу территорию, то точка не захватывается, да. Если ты нажал и попал огнем в ходовую, пока враг находится за вашей территорией, то вы каждый момент времени, получается,
получаете профит. Дивиденды. Угу. Так. Ой, хорошо, выстрел. Выстрел очень мощный. Очень из таких, знаете, важных моментов. Сейчас поговорим о способности на Q. Способность называется зарядить бронебойные. Смысл в том, что у каждого танка броня делится на 3 типа. Это передняя, лобовая, это по бокам, боковая, получается, средняя боковая, да, и кормовая, это задняя броня. В зависимости от того, куда вы стреляете, урон, получается, блокируется сильнее либо слабее. Вот. Поэтому, если у вас есть возможность... вот эта способность, вот эта зарядить бронебойные, она позволяет вам не выцеливать заднюю часть корпуса, либо среднюю, а стрелять в любую. И тогда ваши, получается, снаряды будут полностью бронебойные. Ох, хорошо. Выстрел двигатель будем улучшать, мощнее делать. Потому что в данном режиме он очень важен. Так. Ой, хорошо, мистер Мойс. Боковая, бортовая. Да-да-да, именно это я имел в виду. Боковая равно... подожди, боковая равно бортовая. Получается, задняя это равно кормовая. Точно, все правильно. Дело в том, что я, честно вам скажу, вот я признаюсь вам, я вот стример, но я, кроме как вот эту игру, никакую другую танковую и, по сути, много не играл. Ну, может быть, там час-два в каждой из существующих там, игр поиграл, но поэтому иногда возникают вопросы, мне задают какой-нибудь конкретный, да, технический вопрос по танку, а я не понимаю, что идет речь, да, поэтому вот. Смотрите, первая игра, победа. Геннадий молодец, начал день с победы, это супер, конечно, классно, поздравляем, конечно же, союзников, которые нам помогли в этом деле, это очень хорошо, да. Итак, мы с вами обсудили, как работают две способности, теперь идем играть игру на механике, когда вернемся уже во второй игре, тогда обсудим остальные способности, да, вот непосредственно до танка старик, и обсудим наиболее выгодную манеру поведения, получается такой поведенческий паттерн, когда и как, что лучше использовать. Ну, хоть не фугасы ему дали, да. Теперь весь стаж танкиста нужно перенести на Марс. Да, я наоборот как раз таки в танки играл, и играл почти. Когда штрафовать будете за выход из боя? За выход... кто вышел из боя? КамАЗ, ты вышел из боя, да? Я на самом деле, честно, ну, один, максимум 2 раза за все время вышел из боя. Ну, честно, максимум 1 раз 2. Но тогда, когда мне нужно было прямо уходить. А так я, в принципе, не выхожу. Видите? Фугасы зло. Земли уже маловато. Да. Не все игры. Я не выхожу, ты че? Денис. Денис уже вышел. Я не заметил, у нас просто на точке мы периодически воевали с 2-3 танками, и было все настолько динамично, что я не смотрел на других игроков, если честно. Итак, смотрим, что там у нас по бустеру. Сколько он еще? О, еще 30 дней будет длиться бустер мой. Еще 30 дней. Фысты КамАЗ, ты выше прочитай грамотей. Точно, Денис, точно. Денис же писал, что мистер Денис писал, что у него проблемы с соединением. Все, принимаем. И сразу же берем, сразу пикаем механика, пока его никто не забрал. Все, теперь я механик. Я надеюсь, что союзники возьмут таких, знаете, возьмут там побольше штурмовиков. Потому что у механика урон исходящий не очень большой. И очень важно то, что этот танк, он сильно зависит от команды. Надо вообще просто убирать функцию выхода из боя. Нет, наверное, все-таки так нельзя. То, что, убирать функцию выхода из боя, да? Ну, действительно, конечно, нужен штраф, да, вот вопрос только, когда его ведут разработчики, если сейчас он не работает, да, значит, когда-нибудь там его ведут, да.
Ну, мне кажется, вот я, если бы мне спросили, почему штрафы не работают, но я бы сказал, что пока что эта функция еще как бы есть. Насколько помню, когда еще, ну, до вот этого большого обновления эта функция была, и тебе всегда, получается, предупреждали, что будет штраф, но я вот всегда боялся, честно, и никогда не выходил, потому что мне писало, что штраф будет. По-моему, Diablo вообще самый веселый и мощный аппарат. Ага. Сам выходишь, награду не получаешь. Да, пока что, смотрите, сейчас, получается, ты выходишь, награду не получаешь. Это прям круто, да? Вот. Я понимаю, что если бы это был бы рейтинговый режим, то получается, что, да, ты уменьшаешь рейтинг союзников, да. Но пока что рейтингового режима нет, но я вижу то, что, ну, я считаю, что это не сильно страшно, то, что нету такого серьезного наказания. Это мое субъективное мнение. Смотрите, дамы и господа, мы попали на карту Кверин и режим смертельной битвы. Один из самых... Подождите, что это было? Подождите, я вот только что начал радоваться. Такой весь радостный. То, что я попал на смертельную битву. Что сейчас буду хилить всех, жить. Да, вот. Прятаться. Меня вытянуло. Да, сейчас стоит послушать Стэмира. Да, действительно, стоит послушать. Как-то странно. Странно случилось. Не знаю, может быть это какой-то баг, да, если это баг, то я, конечно, обязательно иллюзии после стрима напишу. Вот я даже запомнил время, да, в 19:20, но получается меня выкинуло из игры. А может быть эта игра уже была закончена. Ну, не знаю, в общем, нужно будет смотреть. Так, я слушаю, уже спасибо. Для себя подметил насчет повреждения ходовой. Да, вот эта вот способность на Е, она очень сильная, но она, знаете, мне нравится то, что она сильная, и она в том числе очень сильно, очень балансная. То есть она балансная тем, что если ты не попал, то как бы она, вот эта способность не накладывается на врага. А этой штукой нужно попадать. То есть она не автоматическая. То есть у нее нету прицеливания самонаводящегося, да, как получается первое, как основное орудие шторма. А здесь ты должен прям прицелиться, и особенно если танки быстро едут и на большом расстоянии, ты знаешь, как настоящий снайпер, должен в своей голове представить, куда же поедет враг, и чуть-чуть наперед стрельнуть. Вот. Вот. То есть преимущество перед другими проектами. Во время боя могут подключаться другие игроки. Так что это не так и страшно, нежели в картошке. Вот, картошка. Как интересно. Это баг в более крупных танковых проектах, который приходит при перегрузке серверов. Ну то есть, значит, видимо, перегрузка серверов, значит, сейчас игроков очень много. Вечер, ну да. Ну, я на самом деле очень радуюсь. Мне очень-очень приятно играть с новыми игроками. И означает, что я сейчас их, может быть, встречу и пообщаюсь. Вот, видите, это вот одна из тех наклеек новогодних, которая появилась в игре совсем недавно, да? Насколько помню, там было написано то, что эти наклейки доступны очень ограниченный период времени, до 18 января. Они будут в продаже, поэтому я их сразу же понаставил, куда только можно понаставить. Вот. И теперь езжу. Я видел, когда вот эту наклейку мистер какой-то с никнеймом интересно поставил вот сюда, вот прямо вот сюда. И это было очень красиво. Ну, с упреждением стрелять, да, Ген. Да, с упреждением стрелять надо уметь. Вот, я в этом специалист. Может быть, специалист. Я немного не понимаю, как получать новые наклейки. Объясни, пожалуйста, обязательно объясню. Charismatic Cat. Вот прямо сейчас после этой игры мы с вами все зайдем, я вам объясню. Там на самом деле какая-то ерунда в игре. Я вот тоже заметил, там есть такие замочки, но на самом деле на эти замочки не надо обращать внимание. Подождите, вы хотите сказать, что мои союзники сейчас все это время стояли на базе или что? Нет. Вот, КамАЗ, Амадеус, Стелс, Мойс, все тут. Все мои красавчики, выезжаем. Администратор. Так, мой сразу же хил на тебе накладываю. Давай сразу моментально. Ты дыщ, пыщ. Фокуснули втроем. Так, смотрите, по поводу, раз уж я начал немножко объяснять по поведению разных танков, то я сейчас вкратце тоже расскажу, что нужно делать на таком танке, как механик у меня. На самом деле, самый сильный механик за все время, который я видел, это, конечно, Мойс.
без сомнения. Знаете, особенно ранний Мойс. Знаете, бывает такой ранний Тютчев, а у нас есть ранний Мойс. Вот пока он еще не стал сильно-сильно играть на сильных танках, он, помню, любил играть на вот этом танке, что у меня. Моя задача это хилить союзников, не убивать врагов, дебафать врагов. Так, наши сразу все поехали, начали захватывать точечки. И нашу точку тоже захватывать. Я пошел хилить. Ну что мне тогда? И как стелс, держу, хилю тебя. Давай стреляем, стреляем. Я поеду во что бы то ни стало, даже ценой своей жизни постараюсь сбить захват нашей точки. Вот я вижу, тут есть один враг. Пока что 20%. Я побежал. Побежал. Если я успею, то будет хорошо. Нет, там все еще здесь. Вот он находится. Питер Ден Белк. Питер Ден Белк. Он как Питер Динклэйдж, но только Питер Ден Белк. Так, давайте мы... Вот, все. Отлично. КамАЗ и Мойс залетели ко мне. Я встал своим корпусом, не дал врагу, получается, проехать. И как красавчик сыграл. Так, подожди, Мойс, немножечко. Я Сейчас у меня, получается, КД кулдаун пройдет. Я тебе отхилю. Все. Хилим союзника. Все союзники. Этот танк, он очень сильный в этом режиме. Потому что в этом режиме зачастую побеждают те, кто дольше живет. Те, кто меньше умирают. А наш танк в этом довольно-таки силен. Если сам танк не умрет, то союзник он всегда вылечит. Практически всегда. Да. Смотрим, что-то там. Война какая-то лютая происходит. Сразу же давайте дебаф кинем. Вот он дебаф по Питер Денбелгу. Питер Денбелг. Там у стелса, получается, хп совсем мало. Вот мы его сейчас тоже захилили. Мистер Администрейтор. У него... По нему сейчас дадут кибератаку. И сразу же фокус. Very good. КамАЗа хилим. Я захилю всех, друзья мои. Не волнуйтесь, все будет very good. У нас прямо, знаете, чувствуется то, что враги немножечко молоденькие. Либо не все понимают, что происходит. Либо что-то еще. Так. Дебаф. Мистер Мойс. Хил. Отлично. Хорошо. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Мы, смотрите, все сейчас дракона стреляем. И так как у нас более 3 источников урона одновременно по нему заходит, то у него включается пассивная способность. И он хилится. Союзников стелс, получается, немножечко подпросил. Давайте мы его захилим. Ну, конкретно этот матч у нас прям очень сильный. Мы доминируем, не выпуская. Давайте-ка мы, знаете, что с вами сделаем. Пойдем подберем Pickable Component. Мы сразу же подберем и покажем, как он работает. Конкретно в этом режиме, вот смотрите, опять видите надпись Platinum. Этих надписей, вот этих Platinum, я везде видел. В прошлой игре, на прошлом стриме я вам показывал то, что эта же надпись Platinum находится на карте Квирин. И эта же надпись Platinum, вот эта Platinum, находится на танке, на одном из скинов на танке Blade. Админа очень любит меня банить и разбанивать. Мистер Лигус, добрый день. Мистер Бланкослав, как тебя еще можно называть, да? Очень рад тебя видеть. Давай, заходи. Ты там больше не шали. Общайся хорошо, и все будет окей. Так, вот, на нас действует еще 87 секунд эффект, получается, брони повышенный. Так, давайте-ка захватим, что ли, если никто не хочет захватывать. Там я прям чувствую то, что нашел чем гордиться. Да, Михаил, я согласен, да? Это, мне кажется, такой себе повод для гордости. Ну, опять же, мое субъективное мнение. Вот. Поэтому вот такие вот дела.
Знаешь, а у некоторых стримеров, у разных стримеров есть разная политика по разбану, да? Я так понимаю, что здесь надо спросить у Иллюзии. Разбан, он, в принципе, возможен. Но не у всех, получается, разных каналов он возможен, поэтому вот, нужно это понимать. Захиливаем союзничка. Не дадим в обиду. А я не могу прицелиться, кстати, в КамАЗа. Не получается. Вот, КамАЗ прицелился. Захилил. Так, союзники захватили вражескую базу. Все, мы захватили базу. Первую из 3 игр мы победили. Сейчас мы поедем на Старике. Перед тем, как поехать на Старике, конечно же, мы вам покажем и расскажем, как работает наклеечки. Смотрите. Ой, сколько мы заработали. Хорошо, хорошо, хорошо. Итак, дамы и господа, давайте выберем танк, на котором мы хотим там наклеечку какую-нибудь красивую. В каком танке у меня наклейки нет? На Тесле есть? На Тесле, по-моему... на Тесле вот нет. Ну, вот смотрите, вот берем танк, да? Тесла. Хотим наклеить на него наклейку. Мне еще 3-4К и куплю клинка. Ну вот, ждем. Временный бан медленно превращается в перманент. Да, вот. Смотрите, характеристика это. Заходим, в первую очередь, опять же, вот сюда. Заходим в ангар, да, выбираем танк. Для какого танка мы хотим наклеить наклейку. Да, вот, допустим, киборг. Вот я выбираю киборга. Вот у меня, смотрите, красивый какой. Вот. Переходим сверху из камуфляжи. Есть обзор, здесь описание способности, да. Есть эмблема. Вот эмблема. Здесь, получается, нарисован вот такой вот значочек в виде замочка. Но, если вы на него нажмете вот так вот, прицелитесь, вот, допустим, да, вот радиация, мы хотим вот сюда. Сюда, да? Либо так вот. Нет, давайте подумаем, куда бы наклеить его сейчас. Вот сюда. Вот сюда будем клеить. Или сверху. Сверху. О, смотрите, какая красота будет. Вот так вот клеим. Так вот ставим, да? И... Нет, сейчас подождите. Вот так вот. Выбираем радиацию. Ставим, да? И вот тут написано в правом нижнем углу. Здесь есть... что значит 5 битв? 5 битв это время, которое будет длиться, получается, это наклейка. Есть разное количество битв, там есть побольше, есть поменьше, но самая простая это 5 битв, она длится. Вот, мы выбираем, ставим, вот, и можем либо его увеличивать, либо вращать по часовой, либо против часовой стрелки. Вот я хочу вот так вот, по часовой вот так вот провернул. Вот. Ну да, самая простая, получается, 5 битв действует. Да, вот так вот сделали. Так нажали и выбрали цвет. Красный, к примеру. Желтый. Желтый. Я особо не вижу разницы между вот этими двумя цветами. Так что зеленый. Пусть будет желтый. Радиация желтая, да, и за кредиты купили. За кредиты, потому что мне аресы я коплю. Вот. И сразу же второй купим куда-нибудь цель. Они очень похожи, я поэтому... Или оптика. Вот оптика точно. Какая красота. Смотрите. И сразу сюда тоже оптику. Так вот. Сейчас. Опа. И тоже желтую. Как вам? Или красную? Нет, желтую. Тоже вставили. Угу. А вечные есть? Есть, да. Вечные есть наклейки. Вот они. Первый колонист, офицер первой колонии, разведчик первой колонии. Но тут, смотри, насколько я знаю, что вот эти вечные наклейки, они выдаются, если ты покупаешь игру в составе, в наборе, в начальном наборе, да. Вот, они есть. Вот, но иногда, лично у меня, да, мне иногда надоедают наклейки, и мне действительно нравится то, что они действуют определенное количество времени. Вот, и через 5, либо через 10 матчей, так через 20 матчей я могу поставить другую. Помните, я на прошлом стриме ездил с наклейкой чип. Потом у меня она закончилась, я поставил себе наклейку, получается, звезда. Вот. Примерно так. Есть. 5, 5, 5, 5, 5. Это уже радует. У меня есть 3 наклейки, первый колонист. О, прикольно. Если ты ее можешь поставить 3 раза, ну это круто. Это круто, если ты действительно ее можешь поставить бесплатно. Это прям супер классно. Ну что, смотрите, у меня получается вот 2 такие крутые наклейки. И я сразу же
готов поезжать дальше. Блин, вот я сейчас поставил наклейки на киборга, и мне захотелось на киборге сыграть. Вот это, кстати, один из таких вот пунктов, господа. Прошу обратить внимание. Если вы поставили наклейку, у вас сразу же захочется на нем сыграть. Вот и мне захотелось сейчас. Поэтому на каждую нужно по новой платить, что явно не радует фанат кастомизации. Ну да, ну смотри, по вопросу... Да, действительно, за каждую нужно по новой платить. Но ты можешь взять ту, которая дольше действует. Опять же, но тут, видишь, у каждой вещи свои плюсы и минусы. Если ты такой модник, что тебе нужно прямо часто меняться, то вот ты можешь брать такой самый простой. Да? Если тебе нужен такой, который долго действует, да, и не хочешь его снимать, не хочешь наклеивать, переклеивать, да, то берешь тот, который действует долго. Я пока не хочу вешать на себя наклейки вечные. Ну, у меня большой вопрос. Вот я поставил себе на Диабло вот этот вот колонист офицера. Я не знаю, если сниму, то она исчезнет у меня. Я немножечко жалею. Поэтому возьмем опять сейчас старика. Что мне делать? Кстати, я заметил фишку Ютуба. А какая фишка? Расскажешь мне? Там Роман Раздоров, Сатомисо, Always Ultra. Я, кстати, не заметил, какого уровня мои союзники. Изо Пост. Господа, у нас сейчас контроль маяков режим, поле битвы Кверин. Я буквально чуть-чуть отойду, закрою окно, потому что мне дует. Так, я тут. Обычный символ ровно -1, а Сманикс -10. А я часто звездочки клею глазки. Угу. Да. Я тоже люблю клеить всякие штучки. Так вот, и мы опять готовы выезжать. Вот. Мы на прошлой игре обсудили, как работает, получается, способность зарядить бронебойный огонь в ходовую. Вот, у способности зарядить бронебойные есть два заряда. Вот вы нажали Q. Первый выстрел и второй. Оба выстрела будут проходить через броню. Это важно. Да? Теперь поговорим об ультимативной. Ультимативная, сразу скажу, она появляется не сразу, только тогда, когда апнете второй уровень. Вот здесь снизу показана вот эта вот синяя штука. Это уровень. Количество таких синих, получается, кубиков. Ну, знаете, мне они напоминают либо кубики сахара, либо, знаете, постилки от... Там, ты подружка, я подружка, дирол, как, знаете, пластинки, жевательные пластинки. Вот я для себя такой вот ассоциацию вывел, можете этим пользоваться. Вот, как только вы видите одну пластинку, значит, что у вас первый уровень. Две пластинки, второй уровень, три пластинки, третий. И так далее. Угу. Так, я как раз любитель задать постоянный стиль машине. Ну вот. Я люблю так поменяться, потом люблю такие туда-сюда штучки поставить интересные. И вот, мы стоим, мы получаем экспириенс. Вот потихонечку уровень капает. Итак, смотрите. Ультимативная. Сейчас дожидаемся, пока что она у нас апнется. И сразу пойдем воевать. Расскажу, как она действует, в каких ситуациях ее нужно нажимать. Я, честно говорю, да, честно скажу, иногда забываю нажимать, да. Но вот теперь сразу скажу. У танка Старик, видите, линейная скорость передвижения относительно невысокая. Это раз. И скорость разворота башни тоже относительно невысокая. И вот эта данная способность, она позволяет нивелировать этот минус на небольшой промежуток времени. Если вы там воюете с кем-то, да, стреляетесь, и вы видите то, что у вас небольшое количество хп, у вас есть ультимативная способность. Также ультимативная увеличивает исходящий урон. Вы видите то, что вам нужно ретироваться, куда-то выехать, либо резко догнать, вы можете ее активировать и поехать. В этом году выбили себе, поэтому только угольки в носочки. А если следующий год будете вежливым и не будете нарушать, возможно, Дед Мороз и админ вас услышит. Плюсую, да.
Пригодятся в утоплении дома. Наверное, не утопление. Речь здесь не об утоплении. Утеплении. А то я без тепла живу. Все, вижу, первый враг сюда приехал. Готов воевать. Второй враг тоже приехал. Так, стой на месте. Сразу же встали в позу. Смотрите, когда вы воюете на танке старик, вы должны, очень важно, соблюдать вашу правильную позу. Дело в том, что у всех танков есть определенное распределение брони, ну и у танка старик оно уникальное. У танка старик наибольшая броня спереди, поэтому всегда, когда вы видите врага, старайтесь стать ему спередом. Самая слабая часть это зад. Пытайтесь зад прикрыть каким-нибудь объектом. Вот команда ремонт. Вот, ультимативную вкачали. Пошло-поехало, стрелять. Ой-ой-ой, я промазал огнем в ходовую, потому что вот эта штука встала, да? Вы видели чатик? Чатик вы, наверное, заметили. Так, стоим, хилимся, стоим, ремонтируемся. Так, стреляем и потихонечку движемся назад. Движемся назад, боком ни в коем случае не двигаемся, только задним ходом. Это важно для выживания. Чем дольше мы выживаем, тем больше урона мы нанесем, и наши союзники за это время могут нанести. Это мой поведение мне подарят не носок углей, а целый мешок. Мешок углей? Да вы, господин, если это будет мешок углей, то вы действительно будете богатым. Вот. Я помню, когда я еще учился в школе, наш дом, он утеплялся действительно углями. Вот. И тогда вот у нас был такой... такая печь, куда нужно было закладывать угли. Но потом, как только я стал постарше и уехал учиться в университет, мои родители, получается, провели газ. Ох, мне чуть-чуть залагало, господа. Сразу предупреждаю, все, отлагало. Стреляем. Опа. Вот. Танк пытается скрыться. Я сразу же нажал ультимативную, чтобы выехать и догнать. Где ж вы? Ой, хорошо, какой урон. У этого танка великолепный урон. Это прямо великолепный урон. Ну, то есть, он хоть у нас и время перезарядки основного орудия, ну, довольно-таки большое, но один выстрел сносит больше, чем 50 единиц хитпоинтов прочности. Нужно ли утопление? Не утопление, а утепление. Сейчас бы утопить дом углями. Уголь же дешевый сейчас. Да, наверное, я не в курсе. Я очень давно не пользовался углем, и мои родители тоже не пользовались углем. Но у нас, как бы, насколько мне мой отец рассказывает, да, что у нас стоит и тот, и другой вариант, получается, утепления. Потому что газ это хорошо, но мало ли что там с ним газом случится, в любой момент взял и углями затопил. Что? Геннадий сделал 5 киллов? Геннадий чисто гений. Реально делать на плохом поведении деньги. Теперь это не совсем плохой подарок. Беднюга. Он явно не ждал. Так. Попал. Сейчас мы. Так, я вижу там какие-то красивые утопления, да. Ну потому что, Лигус, ты пишешь, что тебе нужно для утопления своего дома угли. Я и говорю, что топить уголь, ну то есть утапливать свой дом углями так себе затея. Вот. Топить свой дом в углях плохо, а вот топить дом углями хорошо. Вот. И сразу тут множество различных красивых смайликов. Кстати, за смайлики респектую. Прикольные, ютубовские. Как тебе Диабло? Диабло супер классный танк. Он один из тех танков, на котором нужно учиться. Это вот. Если бы не спросили, Геннадий, на каких танках нужно мне учиться, то я бы сказал, самый крутой танк. Первый, это, конечно, Шторм. Он самый такой няшечный для обучения в игру, да. Второй танк, на котором нужно учиться, это Диабло. Вот. Диабло прям супер лютый, супер класс. Смотрите, мы вот одну игру выиграли. Сейчас мы еще 2 выиграем. Итак, поехали дальше. Сейчас поедем
выигрывать игру на механике. Вот. И потом опять вернемся к старику. Да, вообще рожден для Диабло. Я вообще рожден для Диабло. Диабло, он супер классный тем, что ты понимаешь, как он работает. Видишь, ты наносишь урон не только за счет того, что у тебя есть основное орудие. Ты можешь, знаешь, когда у тебя перезарядка, ты можешь ворваться, прямо въехать во врага, тарануть его, и получается тебе урон. То есть ты нанесешь урон, а сам ты не получишь урон. При этом ты можешь нажать сейсмический взрыв, и вокруг тебя все получат урон. Это хорошо. Мистер Мойс, конечно же, считает, что шторм не годится для начала. Не начало. Вот 10 фрагов налегке. Мистер Мойс хейтер шторма. Берем сразу же. Райс. Видите? У него никнейм Райс. Это как... Есть такой киберспортсмен. То есть не совсем киберспортсмен, это стример и ютубер Райс, который играет в киберспортивную дисциплину. Не буду говорить какую, но он играет на своем персонаже настолько хорошо, что он обучает молодых киберспортсменов. Геймплей не тот. Штормик лапочка, и он очень даже хорошо идет сразу. Ну, смотри, согласен, Майс, с тобой согласен, действительно, геймплей на шторме уникальный. То есть, поиграв на шторме, ты знания игры на шторме, они как бы на других танках ты применить не можешь. Вот что. Ускорение профит больше от самой скорости, чем от тарана. Вместе с 2х урон ты стражи больше половины хп вносишь. Да, есть такое. Но, видишь, как-то на одном стриме я разогнался, да, но я слишком заранее разогнался, и вот к моменту, когда я подъехал, у меня разгон закончился, и я 0 урона нанес за разгон. Не идет нормально. Мистер Мойс, мы все от тебя ждем предложение по улучшению геймплея на шторме. Вот. Игрок не учится геймплею других танков. Да, игрок не учится геймплею других танков, но при этом он, видя, как другие играют, тоже может чему-то там научиться. Вот мы сейчас поговорили про шторма, мне захотелось шторма взять. Хочется. Стражик неплох для начинающих, как по мне, и штормик уже, по моему мнению, за ним следует. Но страж тоже хороший. Ну, честно сказать, ну прямо такого, чтобы все танки были одинаковые, такого нет. Ну, на каком танке нужно играть, чтобы ты примерно понимал геймплей за других танков? Ну, ни на каком. Вот Диверсант, да, Диверсант тоже максимально уникальный танк. Ну, максимально уникальный танк. Но вот никто из других танков не ставит такую ультимативную бомбу, как Диверсант, да? Никто не уходит в инвиз, как Диверсант. Никто так быстро не едет, как Диверсант, да? Поэтому, наверное, сложно сказать, что вот есть какой-то танк, на котором, играя, ты научишься геймплею на других танках. Наверное, нет. Да, Киборг совсем другой танк. Механик совсем другой. Вот это, кстати, это большой плюс. Это очень большой плюс. Все, заехал, захватываю точку. А мне показалось то, что этот режим на эти смертельные битвы, я уже обрадовался. Вроде слабовато, ошибок не прощает. У меня нет снежинок на штормике. Может, в этом дело, что? Плюсую. Снежинок нет, поэтому все плохо. Да, броня у шторма слабоватая, но при этом у него есть неуязвимость. Вот эта способность, бабл. Особенно красиво вот эта способность бабл, вот этот шарик, да, я называю бабл, потому что это пузыречек. Вот он, особенно она красиво выглядит, когда у вас зимний сет. Это просто нечто. И если из союзников есть хотя бы один, среди союзников есть хотя бы один танк, усиливающий исходящий дэмэдж, то у вас такой красивый эффект получается. Ну, просто прямо супер. Игра озвучила изначально, выбирайте танк со своим характером. Вот и штормика мой характер. Все. А здесь спорить нельзя, да, тут понятно. О, мистер КамАЗ, месье КамАЗ. Вот, кстати, мы поговорили о штормике. Сейчас месье КамАЗ будет нас за это карать. Здесь пока ассортимент машин невелик, поэтому каждая машина уникальный комплекс перков и характеристик, да. Да вы что там творите, господа? Ой-ой-ой. Посмотрите, посмотрите, пожалуйста, на моих союзников.
Вы просто посмотрите на моих союзников, что должно прийти в голову человеку, чтобы на диверсанте вот такой никнейм себе придумать. Я не буду озвучивать, осуждаю. Но к мухам отношусь нормально. Шторм способен с 2 залпов выносить слабую фуловую машину. Это мощно, однако его довольно легко убивать те же. Да. Ну, то есть, сам танк сильный, но при этом его тоже быстро убивать. Наверное, об этом, такое можно сказать о всех других танках тоже. Геннадий передает спасибки Адиль-1. Он в ВК тебе пожелал удачи. Спасибо. Адиль-1, большое спасибо. Гена, да, готов, слушаю. Лигус, мистер Лигус. Скажи 3 раза, дьявол лучший пункт в мире. А почему 3 раза? Почему дьявола? Чтоб все слышали. Так, пока что я себе выжидал позицию, меня попали. Вот, кстати, мистер Мой сейчас будет рассказывать нам, как правильно играть на танке Старик. Да, ну я не знаю, что мне сделать, куда спрятаться. Все слишком близко стоят, я не могу войти в Invisibility. Не получается пока. Ну ничего, ничего. Вот мой союзник с ником Муха. Муха, конечно, силен. Сказать, вот, ну, у меня нечего сказать, да. Пока что мои союзники развлекаются с врагами, я буду делать тоже какие-то вылазки интересные. Вы думаете, я просто эту игру вам отдам? Нет. Я знаю, что это экзамен-мафиози, да, я не боюсь. Сейчас я все устрою. Тебе на механике вообще оставаться одному нельзя. Сразу текать надо с фланга. Да, это да. Мухи всегда сильные. Ну, я не могу спорить с этим заявлением. Дело в том, что муха... Вы знаете, что муха может поднять вес равный, там, более 10... Вес равный x10 своего веса. Они могут прыгать так высоко. Знаете, мухи, блохи, тараканы. Вот. Человек не может поднять вес x10 своего... Ну, смотря как, да? Если вы занимаетесь, ну, типа, пауэрлифтингом, штангу качаете, и вы конкретно делаете становую тягу, то, наверное, вы можете поднять и все 300 килограмм. Ну, то есть, если вы весите, допустим, 60, 70, ну, 80, да, вы можете 30 килограмм поднять. Ну, да, можете. Потому что там чемпионаты мира это показывают. Но мухи могут поднять, там, могут прыгать, поднимать такой вес, который прям очень большой. Поэтому, да, муха один из самых сильных животных по отношению к своей массе тела. Блейзинг. Мистер Блейзинг куда-то лезет, хочет там что-то там понаделать, захватить точку, но мы ему не дадим. Еще если ты умный и сделаешь рычаг, то поднимешь не такие массы. Муха завидует. Да. А прикинь, если муха умная и сделает рычаг, то какая масса может подняться? Это ой-ой-ой-ой-ой. Да? Амадеус. Что-то там себе. Что вы себе позволяете, Амадеус? Так. Знаешь, чем мне механик напоминает? Что механик там? Муху напоминает тебе? Комара? Муравей сильнее? Да, муравей действительно сильнее. Эх, смотрите. Я, получается, к себе перетянул 2 врагов. Теперь мои союзники вдвоем заезжают на эту точку. И, может быть, даже они захватят. На Мамонта Шафта 2009 года. Не знаю, не понимаю, о чем идет речь. Но вот этот вот, конечно, получается дуло механика. Может быть, и в принципе муху тоже напоминает. Сейчас. Вот сейчас.
Так, хорошо, что ты нажал все свои способности, просветил. Спасибо. Я не знаю, ну видишь, я не разбираюсь в этом. Перетягивание врагов не работает в рандоме, ибо союзники не реагируют своевременно. Это в турнирах только полезно. Да, согласен, это в турнирах полезно. Ты смотри, какой... Ой-ой, мама, мама, не горюй, какой дэмэдж лютый. Мистер Муха, на тебе я захилил. Чисто закарифанился с Мухой. Проверяйте, теперь мы друзья. Гена не играет в другие танки, на Марсе ему либо играть. Да. Вот вы пишете, а я действительно, честно, не шарю то, что вы пишете из других тайтлов, поэтому смысла в этом никакого нет. Вот. Но я вам скажу, при этом я очень, ну, типа, хороший игрок в моба жанре. Ну, я прям очень хороший игрок. Вот. Я еще занимался тем, что я комментировал турниры там Санкт-Петербурга по моба играм. Студенческие турниры. Срочно на РЕН-ТВ. Гена родился только на Марсе. Чисто марсианский Геннадий. Да, вот они, КамАЗы, там, Михаилы, все прочие выезжают ко мне. Сейчас я попытаюсь скрыться. Сейчас. В смысле игра умерла из доната? Какой донат в Exotanks? Вы шутите? Или вы про что? Итак, смотрите, что я хочу сказать. Я практически выиграл. Вот я считаю, что я практически выиграл. Вот если бы Муха изначально со мной вместе, типа, мы скарифанились, то мы бы, знаете, ну, типа, растащили бы врагов вместе, и все. Все было бы у нас хорошо. Не-не. А, ну все тогда. Я понял. Кими, привет, привет. Очень рад тебя видеть. Видел твой гайд на шторма. Все правильно. Совсем соглашусь. Всем советую зайти на канал Кими, посмотреть гайд на танк Шторм. И Кими еще обещал нам сделать гайды на все танки в письменном виде в Стиме, и все мы пойдем тоже туда смотреть. Верно? Вот. Мухи. О, смотрите, смотрите. Ромчек Иванов. Ромчек и Иванов. Мы встретили совсем молодого игрока под именем Ромчик. Ну, он называет себя Ромчик и с фамилией Иванов. В принципе, будет интереснее поиграть. Ох ты, там уже все. Все будет много и качественно. Все, ждем, ждем. Так, уже вовсю наши союзники воюют. Мне тоже нужно присоединяться к сражению. Вот. Поэтому выезжаем. Так, точку Ай, наверное, трогать не буду, потому что все союзники сейчас ее быстренько захватят. Гайды я люблю почитать, жду очень. Да, читать гайды это прям очень полезно. Михаил. Согласен, полностью солидарен. Так, пока союзники мои захватывают центральную точку Ай, поеду на точку либо Е, либо F. Все, выезжаю, чисто. Еду. Едем в соседнее село. На дискотеку. Чисто точка F равно соседнее село. Вот. Мишка очень любит гайды. Да, гайды это всегда хорошо. Ой-ой-ой, смотрите. Тут сразу какой-то еще один нехороший враг появился, который точку захватывает. Там мы сейчас не будем общаться. Мы сейчас пообщаемся. Сразу же активировали бронебойные снаряды. Мна. Я что, мимо стрельнул, что ли, или что это сейчас было? Ага, первый выстрел был мимо. Представляете себе? Сейчас таранем его. На, таран. Вперед, в лицо.
1 секунда. Ох, хорошо. Ох, хорошо попал. Огонь в ходовую чисто остановил врага. И сейчас мы еще застрелим. Еще 2 выстрела, и танк должен, в принципе, умирать. Одного выстрела точно не хватит. Нужно 2. Ну вот это... Вот разве это не красота? Смотреть, думаю, тоже полезно. Согласен. И смотреть, и читать. Вот. Но нужно и так, потому что работают разные зоны мозга. Вот, и чтобы и то, и другое развивать. Но при этом бывает ситуация, когда посмотреть не получается, ну там чем-то занят, да, к примеру. Либо кто-то там рядом с тобой в комнате. Геннадий чисто не попал. Ох, почти попал. Сейчас еще один выстрел, и мы... Тыгыдык, тыгыдык. Поехали захватывать следующую точку. Тыгыдык, тыгыдык. Видим. Смотрите, все они едут сюда, конечно, на точку F. Я, кстати, я сейчас захвачу точку, получу ультимативную. Видите, у меня ультимативной еще нет. Есть. А что я не за... Чё? Почему я не залезал? Вот, кстати, посмотрите, пожалуйста, вот, как только я нажал ультимативную, у меня сразу все, получается, места загорелись. Я прям красивый стал. По скорости полета снаряда шарик резиновый, естественно. Ну, наверное, да. Скорость полета снаряда очень маленькая, но так как снаряд очень сильный, наверное, это сделали, но я могу предположить, что это сделали, чтобы был некоторый баланс. Поэтому вот оно. Точку захватили. Все, практически апнули Биби. Бик. Угу. Вот. И пока что враги мои в центре. Я опять поеду перезахвачивать точку F. Потому что у нас режим такой, захват называется. И на тебе в лицо. Все. Вы представляете, какой гений? Он, короче, получается, крутился вокруг своей оси. И просто... Давайте вот. И таранем его. И сейчас отоедем. И застрелим. То здесь игра не претендует на реализм, скорее на бодрый и комфортный геймплей. Да, согласен. Ну, я бы сказал, ну, опять же, мое субъективное мнение, напоминаю, да? Вот иногда этот реализм, он бывает то есть, ни к селу, ни к городу, да? То есть, в реализме, вот я что вам скажу, в реализме побеждает тот, у кого круче танк. Все. Да, вот, серьезно. А здесь, вот здесь, вот побеждает почти всегда тот, кто лучше понимает игровую ситуацию. Вот, спросите у любого этого старого экзотанкиста, он вам ответит, что вот какого ты бы там себе танка не взял, да, я тебя развалю на любом другом танке. Ну, потому что он лучше понимает, как работают механики, он лучше понимает, допустим, игрок, да, опыт игрока очень сильно решает. То есть относительно, ну, получается, баланса все танки примерно одинаковые. Вот, и в этом, ну, некоторое великолепие этой игры. Так. Все, нажимаю, ничего не успел. Игры должны радовать, а не превращаться в работку. На какой сервер игры лучше играть? В норм американский или Европа? Я играю на Европе, потому что я сам нахожусь в Петербурге, и у меня, получается, пинг самый короткий в Европе. Я не знаю, я ни разу не играл на Америке. Я боюсь, что у меня будет большой пинг. Я really боюсь, поэтому даже не пробую. Но если вы находитесь где-то там, ну вы живете, допустим, в Канаде, то, конечно, да, вам лучше всего выбирать американский сервер. Без сомнений. Так, я апнул, получается, 3-й уровень. У меня пассивная способность появилась. На 10% увеличивается прочность танка. Поехали дальше. Если, Лигус, ты живешь в Российской Федерации, да, либо в странах Европейского Союза, то тебе нужно выбирать сервер европейский. Многие игроки путают реализм и логичность. Допустим, тяжелый танк не имеет брони, а легкий танк может оттанковывать снаряды. Это нелогично, но многие приведут к реализму, что неверно. Ну, наверное, да. Так, все, остановил врага. Хопо деп. Мы сейчас его сразу же
развалим. Смотрите, враги имеют чуть больше очков захвата, поэтому нужно что-то сделать, попытаться разогнаться и захватить точку Е. Потому что если все так и будет продолжаться, то мы не должны, ну, мы должны будем проигрывать. Поедем на точку Е. Самое крутое в том, что конкретно в этом режиме, в таком, получается, подрежиме из режимов, то есть, вы же помните, да? Вот есть режим, в котором мы сейчас играем, но расположение этих точек, оно всегда разное. И я его называю, ну, типа, подрежим. Вот в этом подрежиме иногда бывают разные подрежимы, когда точки близко находятся, где далеко находятся. В разных подрежимах режима сильны разные танки. Вот, кто помнит Изюбра? Я помню, потому что первый мой стрим был вместе с Изюбром. Вот. Мы вместе стримили. А я еще помню, как жестко вы его там гнобили. Убивали. Это тоже помню. Там была дикая охота, по-моему, даже охота, так и назывался стрим. Это все было прикольно. Эх, ну ладно, ничего страшного. Враги. А где сейчас? Я не имею ни малейшего понятия. Видимо, занимаюсь своими делами личными. Вот, например, PZ-4. Вот это тот танк, на котором ты сейчас едешь. Очень нереалистично видеть его тут. Однако, с точки зрения логики вселенной, это может попадать в логику модернизации брони. Кстати, смотри, давай тебе объясню. Charismatic Cat. Тут есть объяснение. Вот очень серьезное, логическое, лорное объяснение. Если ты зайдешь сюда и прочитаешь вот тут, давай я для тебя прочитаю. Смотри, этот танк спроектировал любитель истории 20 века. Дизайну старика больше 100 лет. Но начинка не уступает современным машинам. То есть, по сути, танк, он только выглядит как старый танк, но на самом деле начинка у него современная, да, для годов, которые прямо сейчас, с точки зрения игроков, да, с точки зрения, ну, внутриигровой вселенной, да, это современный танк, но внешность старая, да, вот такая. Танк оснащен тяжелыми броневыми пластинами, что значительно снижает маневренность. Это настоящая крепость, каким и должен быть настоящий танк. Два типа снарядов и почти непробиваемая лобовая броня делают эту машину опасным противником. А если оператор дает команду полный вперед, врагам остается только отступать. То есть, по сути, разработчики описали этот момент. То есть, для них, с точки зрения игровой вселенной, это все супер логично. Поэтому это круто. Важно, чтобы игра соблюдала логику своей вселенной. Да, вот, очень правильно ты говоришь. В своей вселенной все очень логично. С этим я тоже никак не можно спорить. А основана эта вселенная на реализме или нет, другой вопрос. Да, вот смотри, да, вот эльфов на самом деле не существует. Эльфы это, там, эльфы, гномы и прочее, это, ну, то есть, это фольклор, это результат культуры, там, европейских народов. И вот про всех этих эльфов когда-то в свое время один большой умный человек написал книгу «Средиземье». И вот теперь это его книга. И получается, что все фильмы, игры, сказки по Средиземью, они основывались на фольклоре, на опыте людей, долго-долго копившимся, да, вот. Получается, что вот интересно все, да, как хорошо, как классно. Так, танка берем. Я знаю, я читал и говорю, что по логике игры он адекватен. Да-да-да, вот это прикольно, это очень прикольно. Где дизайн с iPhone 5C, но начинка современная? Что стрим завис? Не знаю. У меня на телефоне он не завис ни на сколечко. Эльфов не существует. Селин Малдонадо. Привет. Привет. Вот. Ну, знаете, вопрос в том... Вот вопрос хороший был задан, да? Вопрос в том, как вы воспринимаете эльфов. Потому что если мы говорим о разных эльфах, то, может быть, они действительно есть. То есть, логично спросить, что в твоем понимании эльф и в каком контексте ты его используешь. Если говорить об эльфах из вселенной Толкина, то на самом деле действительно их нет, да? Вот. Они есть в книге, они есть в устах. Это устное народное творчество изначально было культурных, романских народов. Вот. А вот, кстати, смотрите, вот, кстати, мы сейчас тут подходим к очень интересной тематике, откуда это устное народное творчество появилось. Вот это очень интересная тематика, если хотите, мы потом как-нибудь об этом поговорим. Мне это всегда было супер интересно.
как вообще люди придумывали некоторые изначально, да, существа, которые в природе нет, но есть. Ну, то есть, если хотите, вот вкратце могу, в принципе, рассказать, да, вот. Я читал этот вопрос, изучал. Смотрите, когда-то давно, когда совсем давно, когда все люди ходили в набедренных повязках, вот, все люди не совсем понимали, что происходит, получается, с природой. Ну, то есть, вы живете в пещере, вы мужчина, вы мужчина либо женщина, у вас есть ребеночек, да, и вот вы выходите на улицу, да, и вы не можете предсказать погоду, вы не понимаете, у вас знаний не хватает, да, и вы смотрите на то, что идет гром, и думаете то, что этот гром, ну, по факту, выходить в гром на улицу опасно, потому что тебе может сандрахнуть молния. И ты не можешь это объяснить, потому что ты не знаешь физику, потому что у тебя знаний нет, и в итоге для того, чтобы рассказать, описать вообще самому себе, своим сородичам, своим ребенку, дать понять, что вот, пожалуйста, веди себя хорошо, там, выживай. Вот они и придумали, допустим, вот Перун, бог Перун, к примеру, да. Сейчас никто не восхваляет бога Перуна у нас, ну, в Российской Федерации, да, или в странах СНГ. Все мы понимаем, да, что это язычество, это определенный период в жизни. Но откуда это язычество пошло? Из-за того, что люди не могли объяснить некоторые физические явления. Сейчас мы все понимаем, что гроза — это всего лишь погода. И мы четко понимаем, откуда идет гроза. Мы знаем, что такое облака, да, мы знаем, что такое осадки. Вот. И то же самое было с эльфами. Эльфов, ну, изначально, да, изначально вот эльфы, да, это были очень плохие существа, которых используют, ну, то есть, которых вообще мамы своим деткам рассказывали, что вот не ходи ты в лес один, тебя поймает эльф, он тебя съест, будет плохо. По факту ребенок не понимает то, что в лесу есть опасно, но он очень хорошо может себе представить эльфа, потому что у детей очень хорошее воображение. Вот. Примерно так. Ха-ха, я попал к тебе в противоположную команду, меня выкинуло. Да, каждому этапу жизни свойственны свои сказки. Да, даже нашему. Да, без сомнения. Вот. Сделали оптимизацию, но игра так и фризила. Даже... Не знаю, у меня не фризит. Ну, то есть, нужно смотреть, изучать. Сейчас захилим союзничка. Бывает. Вот. Да, я вас абсолютно согласен с тем, что у каждого жизненного этапа есть свои сказки. Ну, то есть, у взрослых людей есть тоже свои сказки. Поэтому вопрос только в том, что хотим мы, ну, типа, верим мы в них или нет. Вот. А вообще, ну, сама культура по себе это очень интересная вещь. Откуда, что появилось. Ой-ой-ой, меня все это разбили. Сейчас мы что-нибудь такое придумаем. На, захилю тебя, союзик мой. Хороший. Я, наверное, здесь умру. Никуда мне тут не деться. У тебя фризит только изредка. Да, изредка фризит. И когда я вижу фриз, я всегда стараюсь говорить. Ну, прям... У меня фризит, ну, 2 раза за стрим максимум. Вот. Больше не бывало, по-моему, ни разу. Поэтому... Так. Хватили точку. Захватили точку. Уехали. Прячемся. Вот. И вешаем дебаф по врагу. Хорошо, хорошо. Давайте захилим союзничка. И вот этого тоже. Оранж, мистер Оранж. Очень, конечно, плохо то, что Харизматик Кэт тебя выкинула. Вот мы бы сейчас с тобой вместе поиграли друг против друга. Было бы интересно, да? Вот. Давайте-ка, что-то я, по-моему, я сейчас отправлю логи игры админ. Да, так и нужно. Спасибо тебе большое за то, что делаешь вклад в развитие комьюнити игры. Большое тебе спасибо, Лигус. Все, кто, смотрите, опять же, все, кто отправляет логи, видит какой-то баг, всем, вот лично я,
как вот сторонний стример, говорю спасибо, и потому что я понимаю, да, насколько это важно, насколько это взрослый сознательный поступок. Давайте-ка, мы, хоть у нас и full хп, я обязан заехать на точку и воспользоваться, получается, данным механизмом. Он настолько настолько интересно он сделан, ну посмотрите. Он как автомойка, только, знаете, вот тут хилит меня. Это механика, это же ведь получается, что прямо... Это не анимация, это совсем не анимация, это настоящее движение, вот оно двигается. Туда можно даже стрельнуть. Поэтому мы сейчас постоим тут чуть-чуть. Возьмем... Возьмем вот этот вот щит. Отправь. Все, спасибо тебе. И поехали. Сейчас нужно захилить союзников тоже. Смотрите, союзник мой SNTLSF. Вы знаете, что SNTLSF, откуда это все? Я сейчас вам расскажу. Потому что это тоже история. Это история, ну, ты, получается, игр. В свое время была игра такая Warcraft 3. Все знают, да, ее? Вот. И там была карта Dota 1. И вот там одна сторона, по-моему, называлась Sentinel, вторая не помню, как называлась. А SF это персонаж. Вот Sentinel SF, никнейм, он типа типа Shadowfiend, но я типа играю за Radiant. Вот какая интересная штука была. Запустил Google с 30 вкладками, ком сказал до свидания, тут не вина игры. Кстати, да, Charismatic Cat есть такое, когда ты много чего запускаешь, особенно Google, но честно, объективно, Google очень много жрет оперативной памяти. Вообще очень много, невероятно много. Сразу же возьмем механика, пока есть возможность. И, ну то есть, прямо Google как целая игра огромная. Особенно, чем больше у тебя вкладок, тем больше он действительно сжигает. Съедает. Hunter Play, YouTube. Но если вот действительно у человека такой никнейм, может быть, даже потом пойду посмотрю. Скерт. Вот Скерт, кстати, тоже знакомый нам человек. Откуда-то я его помню. Вчера, по-моему, вместе с ним играли. Ой, в среду. Котин Колобанов. Пир X. Кверин промышленный комплекс. Будем захватывать точки. Ох, вижу уже вовсю драка идет. Слышу даже. О, так только началась. Все, у меня все шансы на победу. Все шансы на победу. Поехали. Нужно помочь союзникам в точке Ай. Кто у меня тут? И сразу же мы сейчас... Мистера Морта. Это же Морт. О, кстати, Морта я давно не видел. Прям неделю я с ним не играл. Как минимум, да, неделю. Наконец-то. Морт вернулся. Морт вернулся. Эстер, ахаха. Начало 20 века. Привет. Угу. Не совсем врубился, но тоже. Морт. Лук. Группе Т. Морт. Лукастули мы Мурта. Очень быстро. Захватили точку. Смотрите, какой красивый. Сразу же берем талант на хил, потому что союзникам нужно помогать. Я в основном беру талант на альфа-диверсант только тогда, когда вижу у врагов танки вроде дракона. Когда нужно с него снимать возможность хилиться, тогда беру. Надеюсь, криворукие разрабы исправят вылеты. Но я бы, наверное, не использовал это слово. Видишь, криворукие разрабы, ну, это обидно же. Ну, ты говоришь криворукие. Обидно звучит. Прикинь, разраб смотрит стрим, да, вот он думает, как же ты себя нехорошо ведешь, Вигус. Ну, тут же нужно понимать, да, что если есть какая-то проблема, она может быть не только потому, что кто-то там желательно взял и захотел сделать ошибку. Ну, разве ты действительно думаешь, что разработчик, ну, типа, он прям старался сделать ошибку? Нет. Бывает такое, что не все сразу учитывается, и бывает такое, что... Ну, то есть, логично, да, вот, бывает, что
Проблем здесь пока бета-версия, поэтому баги не прощаются. Они не заслужили такого низкого звания. Но это Лигус такое использует, так и не справились. Но это мнение Лигуса. Опять же, субъективное мнение Лигуса. Мы все это должны понимать. 2 раза пока и грамотей. Вот. Поэтому поехали. Опять же, ну вот смотрите, по поводу багов и вылетов, да? У меня на стриме были вылеты и лаги. Но они были, знаете, ну, мне кажется, по-моему, в начале октября, середине октября, да? Когда еще были стримы по... Сейчас вспомню. Праздник такой был с тыквами. Как праздник называется с тыквами? Это... Все, я вспомнил. Это был Хэллоуин. Да, согласен, Christmas Cat. Лигус, ты дезморалишь людей. Угу. Итак, на самом деле я сейчас немножко ошибся. Мне не нужно было выезжать против врагов. Я как только получил вот этот спел, то это плохо было. Это я тебе завидую, мистер Лигус. Ты же купил Киберпанк? Ты купил себе Киберпанк? Ты играл на нем? Я, кстати, вот именно из-за этих вот различных новостей себе вот прямо перехотел его покупать. Я не собираюсь в него играть, ну, ближайшие полгода, точно. Я жду, пока все баги пофиксятся. Вот. Когда она все будет. Вот, Мойс правильно говорит. Кибербаг. Нет, напишите в чат, кто... Ладно, смотрите, Christmas Cat. Лигус высказал свое мнение. Молодец. Спасибо за высказанное мнение. Но опять же, такая вещь, да. У тебя вылетает, мне не вылетает. Проблема именно с тобой. Нужно найти эту проблему и решить ее, да. Либо с такими конфигурациями, как у тебя. Спасибо. Давайте сменим тему и обсудим. Вот, мне интересно, кто-нибудь из зрителей, ныне сидящих на стриме, купил себе Киберпанк? Есть люди, которые в него играют? Мойс, вот, у тебя есть Киберпанк? Там совсем хп было очень мало. Серьезно, Мойс, ты его полностью прошел? Ну, там их тоже криворукими, их нельзя назвать. Я про CD Projekt Red. Просто они ошиблись в 2-3 местах. Все, Лигус, до свидания. Я вижу, что у тебя твои сообщения были удалены, поэтому... До свидания. Это не я. Если что. Лично хотел купить, но как услышал про проблемы, расхотел. Жду решения проблем в игре. Как раз, может, и компа потяну. Да, вот у меня комп 100% потянет, я это четко знаю. Но хочу, я прям жду, когда прям появятся изменения. Вот. Почему я спрашиваю про Киберпанк, господа, друзья мои? Дело в том, что в игре ExoTanks есть киберсирена. И очень много персонажей, которые в том числе со вселенной Киберпанк, ну то есть с вселенной, похожей на вселенную Киберпанк, очень много общего у ExoTanks с Киберпанком. Понимаете? Вот. Киберпанк, конкретно 2077, это очень конкретная вселенная определенного писателя, который создал эту вселенную, да? Но персонажи в похожей вселенной, ну типа, есть игра, допустим, Ghost Runner, она тоже про, как бы, в кавычках, Киберпанк, но это вселенная другая, да? И вот, ExoTanks, там тоже очень много общего. Вот что я хотел сказать, и вот почему я у вас это все спросил.
Может быть, когда-нибудь потом пройду. Да. Я пока что жду, когда появятся новые фиксы. Поехали. О, мистер Мой. Подождите, что это вообще такое? Это что? Котин Колобанов. Это что? Тони Старк? Серьезно? Господа, вы видите это? Это Тони Старк? Блин. Он ливнул из игры. Котин Колобанов. Вы видите? Это 100% человек. Это 100% человек. Потому что он на себя... Нет такого скина в игре. Нет такого скина. Вот, Котин Колобанов. Он просто ливнул из игры. Нету такого скина, я точно знаю. Это потому что танк, сейчас скажу какой. Это клинок, такого скина нет. Это просто очень большая, растянутая, получается, наклейка елочной игрушки. Но она так красиво легла, как будто это железный человек. Это было красиво, кстати. Это разраб? Кто разраб? Котин Колобанов? Почему ты думаешь, что это разраб? Я не знаю. Не имею ни малейшего понятия. Все эти... Подождите. Магия. Чисто... Маг. Чисто, знаете... Копперфильд на Генославе. Увидел хороший скин. Исчез игрок. Увидел двух врагов, спрятался за... Можно назвать это шляпой, да? На объект, похожий на шляпу. Выехал. И вижу, исчезли. Это игрок, да. Я попал против ракетной дряни. Да-да-да, вот этот Котин Колобанов, это 100% игрок, потому что у него такой скин прикольный. Ну, то есть такого скина нет. Это елочная игрушка. И он выглядит, как будто это железный человек. Как будто это танк железного человека. Это, конечно, прикольно. О, кстати, аристократ, подождите, это... Christmas Cass, это ты, что ли? Ой, характеристик Кэт. Ну все, я понял, кто ты. Вот он, кстати, Котин. Вот он, Котин Колобанов там, вот он. Вы только посмотрите, сейчас я вам покажу. Это же настоящий этот... Амадеус, не стреляй в меня, я просто хотел посмотреть. Штормик он такой, накидает по самой не хочу. Есть, ага, дрона убери. Где дрон? Ты думаешь, я управляю дроном? Здесь никто не управляет дронами. Дроны сами по себе. Так вот, союзник у тебя Котин Колобанов. Это чисто Тони Старк, вот. Прикольно. Ну, смотрите, то, что получается... ваши наклейки так сильно растягиваются, это прикольно. Я, честно говоря, не хочу вот, ну, типа свою наклейку растягивать. Я прям хочу, чтобы люди видели это как наклейку. Сейчас, вот он, кстати, Котин, вот он, Котин. Сейчас, союзник. Блин, двух союзников моих сразу же. И вижу мистер Бланка тоже. Тоже подъехал к нам. Хорошо. Мой анфидрон, который пришел механик, чинит союзника на врагу повредит. Так это дроид. Я просто называю его дроид. Не дрон, а дроид. Дрон это просто большой. Не взрывай! Я просто никак не могу апнуть второй уровень, чтобы хорошо себя вести. Так, давайте посмотрим. Midnight. Мне очень нужен второй уровень, чтобы у меня была ультимативная способность. Все, я поехал. Рейн Бронсон. Ну, на самом деле, вот я, знаете, о чем подумал? Вот когда вот этот игрок Котин Колобанов за меня играл, он выглядел как Тони Старк. И вот в этот момент, когда он исчезал, это выглядело как сцена из фильма про Железного Человека. Знаете, когда был Танос, ну типа он щелкнул пальчиками, и вот все такие растворились. Вот он, кстати, аристократ прячется. Прячется и свои эти нехорошести хочет кидать.
Я механику за починку всегда хочу сказать, но чата пока нет. Да, есть такое. А вообще, скажите, пожалуйста, господа, как вы вообще относитесь к чату? Вы его юзаете в разных играх? Если бы здесь, в этой игре был бы чат, вы бы его юзали? Ты нехороший молодой человек на аристократе. Ай-яй-яй-яй-яй. Кулдаун, кстати, хп большой будет. Кулдаун основного уровня будет большой, поэтому пойду хилиться. Пошел хилиться. Вот, Миша, вот. Смотри, вот в игре есть такие вот кнопки. Вот это типа внимание. Это типа, вот это я вообще не понимаю, что означает, честно. Вот это что такое? Есть идея, господа, вот это вот. Вообще без, ну, ни единой мысли, что это может означать. Вот. А вот эта штука означает, что типа деремся. Вот если бы была кнопочка «Спасибо», то тогда Миша бы мог бы сказать спасибо механику. Я не уверен, то, что я бы хотел, ну, типа, писать чатом в чате. В чате есть свои плюсы и минусы. Все зависит от культуры общения игроков. Да. Вот я бы, наверное, хотел себя отнести к культурным людям. Но я не уверен, да. Я не уверен, что я буду всегда прямо культурно общаться, когда буду пригорать. У меня иногда крайне редко бывает, что я немножко пригораю. Хотя, по-моему, на стриме я ни разу не горел. Ну как я более-менее взрослым начал становиться, я перестал гореть. Когда еще молодой был, ой, как же я горел, вы не представляете, как же я горел. А сейчас просто смысла нет гореть. Оно контрпродуктивно. Чем больше ты горишь, то тем меньше, тем хуже ты играешь. Вы смотрите, он еще зеленым светится. Капец, это реально Тони Старк. Это просто реально Тони Старк. Не надо нажимать свои способности на меня. Мистер Мой, схилю тебя, давай уничтожать их всех. Я захилил тебя, захилил. И сам хилюсь тоже. Сейчас мы Амадеуса будем разбирать по запчастям. Мы на запчасти сейчас разберем Амадеуса. Морд хилю, хилю. Май гаднес. Хорошо. Как хорошо сыграл Морд. Как я его хорошо захилил. Аристократ сейчас тоже хороший этап сделал. Он прям очень долгий был. Такое ощущение, что аристократ ультанул. Если бы он не ультовал, видите, обычно 8 зарядов вылетает. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 можно даже посчитать. А здесь был ультимейт. Их было больше. Я прям на себе почувствовал, что зарядов было больше, влетевших в меня. Мне писалась последняя жизнь, нужно сделать все, чтобы сыграть хорошо. Не надо умирать. Вот. Надо держаться поближе к Мойсу. И аристократа сейчас поймаем. Трям. Так, там клинок кого-то убил. Я даже не понимаю, союзный клинок убил, либо вражеский клинок. А, это Катин. Функция отключена чата боевого просто надо предусмотреть в будущем, когда чат в игру ведут. Хилю, Мойс, хилю, давай. Хорош. Красавчик. Кинул дебаф, можно стрелять. Ну, захватывать нашу базу. Смотри, ты пока будь тут, я пойду базу нашу буду отдефать. Тут кто-то есть у нас на базе. Да, вот, нужно как, ну что есть, чтобы этот чат мог отключаться боевой. Причем, знаете, вот что еще я бы хотел сказать. Дело в том, что конкретно вот в этой игре у тебя, получается, езда, управление завязано на кнопку W. Да, если ты вместо W будешь что-то нажимать другое, допустим, писать, да, то ты не будешь ездить. Но вопрос, ну, насколько чат он прям крут.
Вот я типа в шутерах никогда чат не юзаю, честно, вообще никогда не юзаю чат в шутерах. Вот для меня функция бесполезна. Потому что мои руки всегда заняты. Как же круто реализована эта механика, когда вылетает, получается, дроид маленький. Как красиво, какая анимация. Просто реалистичная до ужаса. Я прям смотрю, мне нравится. Хорошо. Я даже киллы понаделал. 5 киллов даже сделал, господа. 5 киллов, это вам не хухры-мухры. Ой, там наш союзник просьбы помощи просит. Я лечу, друг мой. Там сразу много врагов. Не знаю, выживет Мойс или нет. Но он хилится, одновременно хилится. Поэтому я сейчас полечу и дам ему тоже хил. Вот они, нехорошие. Меня стрелять начали. Вот они все, да? Я просто, получается, сагрил всех на себя. Я уезжаю отсюда. Прикольно, кстати, работает эта штука. Точка хила получается. Там 3 врага не могут зафокусить Мойса. А мне приходится сейчас ехать и дефать базу. Потому что тут кто-то есть. Как он? Хемлют, да? Хеймель. Сейчас скажу, как ник у него. Хеймис. Хеймис. И где вы, молодой человек? Ну, мне нужно просто дождаться ультимейта. В этом случае я смогу даже отхилиться. Все, да? Все, ничего не получится. Да прикольно все прорисовано в игре. Я даже слышал на шторме переключение скоростей при разгоне. Да, это есть. Дух. Это все с этим спорить, ну, невозможно, да. Давайте поедем к Мойсу своему. Захилим. Ага. Мы, кстати, одного из врагов выкинули из игры. Будут ли скидки? Ну, если честно, когда я первый раз игру покупал, я купил ее со скидкой. Она стоила 220 рублей, но я купил, по-моему, за 60, за 67. Ну, вот так вот, да. Надо спросить у разработчиков, будут ли скидки, но я видел, что есть скидка в Steam на набор, набор основателя какой-то. Скидки в танках? Не знаю. Не уверен. Блин. Они игры. На Steam уже есть скидки, да, вот Селин Малдана, вот, может... А можно вопрос, Селин? Вот. Вот Селин, это что такое? Это имя настоящее у вас? У тебя? Это что такое? Просто Селин есть такой бренд. Бренд одежды. Очень крутой. Мне очень нравится. Кроссовочки есть у меня. Селин. Очень крутые. Вот это очень круто, да. Это вообще бомба. У меня просто нравятся кроссовки. Бренд женской одежды есть. Ну там не только женской, да, в основном. Это круто, да. Так, смотрим, что у меня там. Мойс с последних хп выживает. Живи, Мойс. Последний самурай. Масислав. Смотрим, что делает. Не дает врагам захватить точку, периодически приезжает и уезжает. Как хорошо играет. Вы посмотрите, как он играет.
Всех просто держит в контроле, не дает захватить точку. Говорит, нет. Говорит, все, нет. Так. Ну что ж, вы посмотрите, ну серьезно, вот, это настоящий, настоящий Тони Старк. Ну, в общем, ждем тогда Селин в игре нашей. Или уже есть. Вот какой хороший ультимейт дал. Мойс прямо... Если он еще кого-то убьет, это вообще будет интересно. И опять же не дает захватить. Посмотрите, как он играет. Как он играет. Самурай. Вот она, Мадеус пошел, короче, хилиться, думает, фу, ладно, не буду ничего делать. Вот тут Катин. Смотрите, смотрите. Это реально прикольно. Все. К сожалению, мы проиграли. Но ничего страшного, мой красавчик изо всех сил тащил нашу команду, тиму нашу донную, немножко донную. Тут, да, тут нереал. У нас просто очень много танков изначально вылетели. Мы бы с тобой, знаешь, дали бы жару. Да и то у меня, смотри, 6 киллов сделал. Когда твои союзники ливнули и против тебя. Капец, тут эту машину надо нерфить. Против нее нереально. Ну, я вам скажу вот что. Тут не машину нужно нерфить. Тут нужно нерфить игроков. Проблематика не в машине, я вам говорю. Вот если вы будете играть против сильного игрока, любая машина будет страшная. Харизматик Кэт. Вот. Танк очень хороший. Но у него, видишь, проблема этого танка в том, что у него очень небольшое количество, небольшая емкость магазина. Ну, как глупо я говорю, да? Я говорю, емкость магазина у танка. Господи, разве у танка есть магазин? Но я имею в виду то, что у него небольшое количество снарядов может помещаться. И его нужно быстро, долго, часто приходится перезаряжаться. Одно, когда сильный игрок, другой, когда даже шансов переиграть нет. Ну ты, конечно, сказал. Вот спроси у Мойса, кто самый сильный танк, он тебе ответит. Он даже написал в чат, видишь, Шнерф Шторма. Как думаете, давайте сделаем ставочки, господа. Смогу ли я выиграть сегодня? Ну вот аристократ за меня, maybe он даже мне игру затащит. Смогу ли я выиграть сегодня на механике? Есть у автоматических пушек. Вот, ну да. Если ты про магазин, то значит да. Если действительно он есть, то все, я прав, значит, круто. Диабло самый сильный, вот. Мойс говорит, Диабло самый сильный. Мистер Викторович. Но я заметил, что лично я, да, вот, больше всего киллов делаю на клинке. Боб Ренард. Эзра. Ворс Смит. ХП восстанавливать на базе больше, чем автомойка. Вы представляете себе, что сейчас приходит к нам какой-нибудь молодой игрок, читает и ничего не понимает. Что значит восстанавливает ХП на базе больше, чем автомойка? Что? Разве автомойка может восстанавливать ХП? Как это работает? Ну, автомойка — это наш с вами такой термин придуманный. Кстати, мы или сломали эту... Если бы по 50 хилил. Кстати, мы или сломали эту автомойку. Нет, у автомойки должно быть не... Ну, смотрите, насколько я вижу, просто я, когда вижу, сколько бы я у автомойки не стоял, она просто всегда хилила. Ну, может быть, ты сломал игру, потому что я не знаю, как это как это все было. Вот, кстати, я хотел тебя спросить, почему ты умер? Потому что они тебя тупо зафокусили быстрее, чем ты хилишься, да? Или просто она перестала хилиться? Смотри.
она может перестать хилиться, если тебя вытолкнули, и вместо тебя кто-то другой встал. Но я такое видел. Вот. То есть ты как бы вытолкнул на чуть-чуть, да, на секундочку, получается, выехал, за тебя просто... Вот, смотрите, Platinum. Опять написано Platinum. Это то же самое, та же самая надпись есть в другой карте. То есть уже, понимаете, эти карты сильно связаны. И вот эта же надпись есть у клинка. Вот мы сейчас после этой. Все вместе. Да? Ну вот, видишь, получается, что... Я против меня трое, да. Ох, смотрите, предупреждаю сразу, только что лагнуло. Недолго лагнуло. Чуть-чуть. Мистер Эзра, какой же он жесткий. Выехал нас всех. Хочет прострелять, выстрелить. Хорошо. Сейчас мы захилим еще мистера Викторовича. Как мне тут на киборге убивать? Да, на киборге сложно убивать. Надо было брать дивера. Проще было. Диверсант, да. Против толпы на диверсанте действительно проще играть. Потому что ты раз и ушел. Если у врагов нету... Так, смотрите, союзник, наверное, Варсмит будет стоять здесь. Я буду очень надеяться, что он будет здесь стоять. Или он не будет стоять. Если он будет стоять, то поеду... Я поеду воевать. Вижу, что он не хочет, поэтому мне придется вернуться. У меня вариантов нет. Видите, какой союзник? Ему как бы фиолетово захватывается точка, либо не захватывается, поэтому... Вот. Опа. Развернулся, вернулся и сразу же левел апнул. Знаете, звук такой, как будто тебя чем-то ударили. Чтобы точно не профукал момент. Тудух. Это, кстати, очень правильно, я считаю. Субъективно, и мнение мое. Мнение мое субъективное. Как группа песни 505. Имя любимое твое. Твое именно. Мнение мое любимое. Субъективное. Когда особенно против тебя хилящая себя хрень, жирная летающая штука, имба. Жирная летающая штука. Это что? Это о чем ты? Жирная летающая. Это про дрон? Кстати, стрим про старика. Где он сейчас? А, про старика? Точно про старика, да. Мы последний раз играли на старике 1,5 боя назад. Вот сейчас закончим на механике, выиграем хотя бы одну игру. И поедем опять на старике. Но мы... нельзя сказать, что мы вообще не говорили про старика. Мы сыграли 3 игры. Мы еще будем. А где он сейчас? Это Тесла. Нет, это у нас не Тесла. У нас сейчас механик. Никак не могу выиграть на механике. Вот, как только выиграю, пойду рассказывать про старика. У нее броня неплохая. И хп норм. И реген хороший. Про Теслу ты говоришь, что у них броня неплохая, и реген хороший. 15 киллов на Диабле и 1 смерть. Хорош. Молодец, мистер Лигус. Я на самом деле удивлен. То, что ты еще пишешь, то, что у тебя есть возможность писать. Я думал, что когда твои сообщения были удалены, то тебе сказали до свидания совсем. Ну ладно. R570. Так, поехали дальше. Я, может быть, разобрал ее, но когда тебе мешает клинок и шторм. Да, есть такое. Клинок, он один из моих любимых танков. Ох, как хорошо влетел аристократ. Просто с этого влетел очень быстро. И такой новогодний. Красавчик. Чеширский кот. Как там? Не чеширский, да, или какой там? Крэш код. А, харизматик код. Почему-то у меня в голове чеширский код. Потому что харизматик и чеширский, получается, ну, одна и та же буква, да, Ч в начале. Always it at comeback. Поэтому харизматик кэт. Старому надо не нерфить способность и апнуть ульту. Ульту апать надо, согласен. Потому что я иногда про нее забываю, честно. Я забываю про ульту, и вот, если бы не другие игроки, которые периодически используют, я бы вообще про нее забыл бы навсегда. Никогда бы не использовал. Вот, будем пользоваться возможностью и стоять на базе, чтобы союзники мои захватывали другие, а я отбивался от врагов. Катин Колобанов. Против нас играет Катин Колобанов. О, сложно будет.
Сейчас захилю. Захилю. Все. Держись. Хил полетел. У меня, кстати, талант вкачан на хил. Поэтому видите, как много и как быстро получается захилить. А я пока буду с вами здесь ездить, рассматривать достопримечательности, отдыхать. Опа, не получится, нужно сразу принимать бой. Видите, 207 метров, поэтому нужно сбить изначально сразу. Потому что у этого танка максимальная дальность стрельбы это 100 метров. Нужно пользоваться возможностью и нанести урон до того, как он это расстояние преодолеет. Вот еще один Energy подъезжает. Вот и мой союзник. Мы, наверное, все вместе сделаем хорошо, если он будет держаться относительно близко от меня. Я даже его, может быть, подхилю. Так, когда ты говорил, что штормовая броня плохая, да. Это я говорил? Да, согласен, да, броня плохая. Разрабы банят Лигуса. А будет по бокам нормальная. Хилимся сразу. Лигус. Ну, Лигус, без сомнения, ты же какую-то ерунду пишешь иногда. Ты хочешь сказать, ну, не поспоришь же, верно? Мы согласимся с этим. Будет по бокам нормальная броня. Да, передняя броня маленькая. Поэтому... О, наконец-то аристократ ко мне сейчас подъедет. Мы сейчас этого мистера разберем. Так, мистер аристократ, выезжайте, пожалуйста. Хорошо. И нужно, чтобы кто-нибудь из союзников сразу же поехал захватывать вражескую точку. Я не хочу проигрывать игру. Алло, союзники. Хороший аристократ. Гоу, гоу, ты лети, пожалуйста, захватывай точку. Я буду здесь защищать ее. На. Ох, ладно. Ох, ох, ох. Лигус переводится, как всегда, возвращаюсь. Наверное, тогда тебе нужно было делать никнейм I'll be Beckus. А не Лигус. Мадеус, вот они там, Катинка Лобановы, все там страшные, что-то там творят, свои неприятности делают. Всех убивает Катин. Страшный человек. Мадеус там всех хилит. Мессакер. Так, какой... Вы понимаете, друзья? Я ни разу за все время не апнул. Я ни разу за все время, пока стримлю, не апнул 4-й уровень на механике. Я первый раз вижу эти таланты. Я первый раз вижу эти таланты на стриме. Улучшенная невидимость, улучшенный саморемонт. Я просто... Мы победили. Спасибо, аристократ чисто соло затащил для меня. Вот, если бы ничего не получилось. Наконец-то я выполнил это задание. Поздравьте мне, я не апал уровень на механике такой большой. Серьезно, я увидел новые таланты для себя. Вот эта вот улучшенная невидимость. Оказывается, на механике можно ездить и быть невидимым. Вы представляете себе? А когда ты хилишься, то ты неуязвимый. Вот это да. У меня даже есть еще идея по нерфу. Ты пиши эти идеи. Было. Ты единственный на точке стоял вообще. Ну, а я... У меня по-другому вариантов нет никаких. Никто не стоит. Смотрите. Выиграйте 3 игры за танк механик. Красавчик, получил. И выиграйте 8 игр за техников. Все. Я красавчик, круто сыграно. Чисто вдвоем раскатали Катинка Лобанова, который там 10 киллов сделал. Это было круто. Ну что ж, господа, поехали ластовую на танке, на старике поедем. Там наши вовремя приехали, а я вовремя влетел и убил хиллера. Поэтому мы продавили. Да, то, что ты убил механика, это очень важный момент. Как у тебя, короче, да. Все правильно. Будем, короче, сейчас на старике воевать. Короче, Катину Колобанову очень понравился этот танк. Прямо супер ему нравится. По-хорошему все иди в Discord писать надо. Да, я
Абсолютно согласен с этим. Михаил, 78. Фигни не скажет. Поддерживаю. Надо идеи по нерфу писать в Дискорд. Хотя вот лично я считаю, что нерфить Шторма не нужно. Но идеи нужно писать в Дискорд. Я даже не знаю, кого занерфить нужно. Но у меня пока еще... Не знаю. Я бы не сказал, что есть такие танки, которые прям сильные. В моем понимании таких танков нет. Я вот когда проигрываю, я всегда думаю, ну почему я проиграл? Вот это новость. Это новость. Итак, господа. Очень хочу выиграть. Я готов воевать. Сейчас расскажем. По поводу движения, господа. Мы уже с вами поговорили по каждой способности, да, этого танка. Мы поговорили о том, как нужно стрелять, да. Теперь давайте обсудим другой момент. Один из важнейших. По эффективному типу поведения. Что значит эффективное, да? Видите, танк едет медленно. Крутит башней медленно. Да, у него есть снайперский прицел, поэтому желательно воевать с врагами на большой дистанции, да. Чем ближе вы к врагу приедете, тем сложнее будет вам по нему стрелять, потому что вы медленный, а враг, который в близкой дистанции воюет, например, Диабло, он быстрый, он вас раскрутит, объедет с другой стороны и будет стрелять вам в спину, а вы в него даже не прицелитесь, вот пока вы крутите башню, видите, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, сколько времени прошло, вот, отсюда тоже дойдет, они смотрят стрим, да, ну, тоже, вот, и когда вот ты крутишь эту башню, очень много времени проходит, да, поэтому на танке этом выгодно воевать тогда, когда ты стоишь издалека и стреляешь издалека. И если тебе приходится воевать на ближней дистанции, тебе нужно выбирать позицию так, чтобы тебе не могли заехать за спину. Например, вот так вот, спиной прислонился к ближайшей стенке, ну или не стенке, или может быть арес, и вот так спиной встал. Пусть, если в тебя будут и стрелять, то пусть стреляет тебе либо вперед, либо в бок. Ох, хорош, Геннадий. Туда быстрее до разработчиков дойдет, неспроста же там темка в Дискорде. Да. Ну оттуда действительно я думаю, что быстрее дойдет. Но просто я не уверен, что вот сейчас, смотрите, сколько времени. По Москве сейчас получается 9 часов, да? Кто-то смотрит стрим, но я не уверен, что там кто-то прямо сидит и записывает. Все же кайфуют. Я, кстати, когда стримлю, всегда кайфую. Вот не потею, я просто, ну, типа, получаю удовольствие от игры и от общения. В первую очередь, да. От общения и игры. Я думаю, что разработчики тоже, если смотрят, то они тоже кайфуют. А может и не кайфуют, а может не смотрят. Ох! Мимо, мимо, мимо. Хороший выстрел был. Хороший. Вот. Смотрите, у вас есть выбор. Либо брать мощность выстрел ходовую, либо команду ремонт. Я практически всегда беру команду ремонт, потому что зачастую приходится вставать в такую позицию, из которой нужно хилиться. Ой, хорошо. Еще один выстрел. И все. Ой, Геннадий молодец. Вот он, Катин Колобанов, кстати. Все, я его сделал. Ой, хороший аристократ. Стреляй ему в спину. Вот он, Катин-то, кстати, тоже хилится. Но ничего у нас тебя не выйдет, Катин. Ох, хорошо, вы видели, я в заднюю часть брони его стрельнул. В боковую-заднюю. И поэтому все было окей. Все, стой там. Не надо захватывать нашу точку. Не надо. Вот. Ох, смотрите, как он врезался красиво. Человек-паук чисто. Чисто Человек-паук на Амадеусе. Либо, знаете, есть Питер Паркер, да? А это полупокер. Потому что наполовину Человек-паук. Ох, мимо. Серьезно? Ой, красота какая.
Так, тут еще двое. Вот этот вот месье. Стойте на месте, пожалуйста. И сейчас нам нужно... Стрим иногда смотрят, не всегда читают без правильно поставленных предложений. 50% их упустят. Там все мысли ваши всегда сохранены и доводятся до них. А тут сложно сказать, всегда ли читают. Да, я думаю, что... И особенно в вечернее время, мне кажется, все просто лежа там на этих диванчиках, попивая какой-нибудь коктейльчик с зонтичком таким вот красивеньким. Ну, в моем случае это либо вода, либо чаечек. Поэтому... Ну и тут, конечно, можно порассуждать, конечно, да, в том... Там же ничего плохого не вижу. Да, поэтому я всех призываю обсуждать, читать. Там точно не один человек смотрит. Так, приезжаем воевать. Катин Колобанов всех поубивал. Сделал 2 убийства. Смотрите, Стремлер-то 4 убийства сделал. Какой гений на Геннадии. Хоть и Катин Колобанов гений, миллиардер и мизантроп, филантроп, да? Я тоже гений, вот что я хотел сказать. Он же ведь Тони Старк. Мы сейчас... Вот этот танк очень легко контрится. Очень легко контрится. Его нужно просто кинуть. Все. Ох, хорошо. Ох, хорошо. На, таран. Ой, хорошо. Мимо. Ну тут, короче, нужен танк, который мне хлопанет. Видите, Катин вовсю хилится. Попал. Так, друзья мои, помогите мне, что-то за ерунда творится. Не могу убить. Там просто 2 танка, видите? 2 танка меня стреляют. Если был бы один, то я бы что-нибудь такое интересное ему бы рассказал. У нас, стойте на месте, молодой человек. Киберпомойка нерфить надо, это нереально. Не знаю, не знаю. Что-то я не вижу людей, которые его прямо сильно пикают. Честно, не вижу. Ох, хорошо, хороший ультимейт. Ему только надо сделать, чтобы во время взлома он мог стрелять. Угу. Ох, хорошо играет Катин. Нужно, чтобы прям так же выигрывать, нужно, чтобы у меня союзник был, который помог. Видите, у танка старик, на котором я играю, хороший урон, но время перезарядки слишком большое, поэтому я не могу быстро убить. А танк, клинок, он такой, знаете, чтобы его убивать, нужен урон быстрый за короткий промежуток времени. Опять поеду к Катину сейчас. Он немножко похож, знаете, вот эти свои способности на хил, на дракон. Если вы дракон за быстрый промежуток времени не убиваете, он успеет захилиться. Вот. Заремонтиться, да, вот как правильно сказать, да? Надо, чтобы мы вместе заехали и вместе его атаковали. Сейчас я поеду. Едем в соседнее село на дискотеку. Ох, попал, хорошо. Как красиво, очень долго, 228 метров было. Вот летел снаряд. Го, еще стрим, Алексей Бабюк. Да, я стримы буду вести. Я веду, или что ты имеешь в виду под словом Go еще стрим, не совсем понимаю. Ты хочешь, чтобы стрим продолжался еще, либо ты хочешь еще один стрим завтра, или что ты хочешь?
Или ты думаешь, что я больше стримов вести не буду? Непонятно, что ты имеешь в виду? Надо, чтобы ты чуть поподробнее расписал. Кстати, привет, Алексей. Опачки, опачки. А вот куда вот вы ушли? А вы туда не уйдете больше, потому что вы стоите на месте. А я все свое. Ваше преимущество нивелировал в вашем передвижении. Опачки, опа-на. Реально токсичная машина, с ней бороться только молитвами. Про какую машину токсичную? Потому что у меня есть два предположения. Первое это мистер Лигус, токсичная машина. Только, кстати, это шутка была, если что. Шутка, шутка. А вторая это может быть танк Киборг. Вопрос в том, кто и либо что токсичная машина. Все, молодой человек, стойте на месте. Я пошел вас таранить. Последний... Ох, наконец-то мы убили. Или речь идет о том, что мы не можем убить Алексей... ой, мы не можем убить, получается, Катина Колобанова. Катин Колобанов тоже, кстати, может быть. Я опасный. Мистер Лигус... Не могу с этим не соглашаться. Мистер Лигус токсичный, а не опасный. Вот. Чтобы быть опасным, нужно доказать это игрой, я считаю. А вы как считаете, господа? Нужно показать высоким уровнем исполнения, личного исполнения. Вот. Так. Стреляем. Хилимся, хилимся, стреляем. Давайте разгонимся и... Ой, кто-то там в меня тоже стреляет. Все, сразу же ремонтируемся и сейчас мы постреляем. Что ты в меня стреляешь, месье? Месье Диаблоид. Диаблоид. А слово Диабло. Сейчас. One try. Смотрите, у нас получается практически враги нас выиграли, но мы что-то там... Что-то тут делаем такое непонятное. Вот он, Катин Колобанов. Исчадие ада нажало курок. Таких поражений не знала земля. Вот он, вот он. Все, попал. Он ультует в меня, господа. Ультует. Спасайте. Давайте посмотрим, что еще происходит. Аристократ наш друг пока пользуется моментом. Пока происходят непонятки. Ну, типа, на нижней линии. Ну, можно я называть буду нижней линией, да, потому что они ниже. Он захватывает верх. Это очень круто. Очень правильно. Держитесь. Оу, пиу. Держись. Я скоро резнусь и прибуду к тебе. Я даже ультану, чтобы приехать быстрее. Оу, пиу. Как читается правильно ник? Оу. Овепью. Видимо, француз. Скорее всего, француз. Что? Как еще можно? Типа, непонятно. Катин Колобанов стоит на месте. Мы сейчас поедем к нему. Осталось 4, кстати, процента. Мы должны... Если мой союзник выживет, я застрелю Катина. Может быть, послышалась Катина, но я имел в виду Катина. Котин. Герой сегодняшнего дня у нас. Ничего. Да, начали захватывать. Быстрее, пожалуйста. Ультимативный в кулдауне. 18 секунд. Ничего не смогу сделать. На, получай. Отлично. Все, 94-96. Вот он хилится, свои эти ультяпки кастует, юзает свои способности на хил. Так, разгоняемся. Ох, хорошо попал, хорошо, чисто Геннадий гений. Геннадий, или не попал? Ну, тупо ничего не попал.
Надо убивать его, братан. Иначе это будет фиаско. Хорошо. Вот у него сейчас он мне стреляет, он сейчас, скорее всего, резнится. Ой. Ух. Союзнички, где мои? Да вы что? Серьезно? Где союзник? Куда делся союзник мой? Вот это вот кве-кве-кве, союзника моего убил, просто видимо пойду тоже играть на старичке. 3 победы мне задание. Да, давай. Уйди, пожалуйста. Помогите мне, помогите. Вот этот вот Диабло все портит. Я бы на самом деле выиграл Катина. Видите, вот один выстрел остался. Один выстрел остался. Противники отправились на все. Стримлер проиграл. Стримлер, все. Он почти выиграл, но проиграл. Там 4% было. Вы же видели, господа, вы видели. Но ничего страшного. В любом случае, я рассказал вам про танк, да, старик. Михаил послушал, все послушали, все молодцы. Вот. Поиграли мы с вами сразу же за сегодняшний день. Мы 3 задания сразу выполнили. Чисто Геннадий красавчик. Это вот вы слышали бы хлопки, это я хлопал сам себе. Вот. Поэтому, итак, дамы и господа, всем спасибо за стрим. Все, кто... Господи, я считал, этот киборг, игрок, конечно, умный, но машина полный токсик, он постоянно тебя отключает, я вообще не могу нанести урон этому сараю. Страшный герой, да. Вот я сейчас смотрю, я играю против Катина, у меня такие же чувства. У меня такие же чувства. Давай, дала мне удачи, пожелай, пожалуйста. А то я днем слил 2 боя на нем. Итак, желаю всем удачи, абсолютно всем, кто сегодня играл, всем сегодня будет играть и завтра желаю удачи на все выходные. Чисто дарю, чисто стримлер дарит лучи, лучи на эти положительные энергии, удачливые, так как солнце, вот так я лучи распространяю вокруг себя, как Жириновский в свое время распространял, вот так вот, я также распространил. Спасибо за стрим, да. Мало, еще 5 часов, ты про стрим? Ну, будет как-нибудь удлиненный стрим, когда-нибудь будем делать. Вот. Сейчас. Пока что у меня дела есть свои, просто я потом пойду выполнять дела. А может быть потом где-нибудь сделаем действительно подлиннее стрим, и мы это заранее анонсируем. Поэтому всем спасибо, все красавчики. Геннадий красавчик, выполнил задание. Бабки у меня растут, на что-нибудь потратим. Может быть танк новый выйдет, купим сразу, да. Обычно я покупаю за аресы, а сейчас может быть даже за кредиты купим. Посмотрим, глянем. Стремлет дарив всем 10к аресов. Ну... Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Не уверен, что когда-нибудь это сделаю, но вдруг какое-то событие будет и супер сильное, супер классное, то почему бы не попробовать что-то подарить, да? Тебе хороших выходных снежных. Снега у меня, кстати, супер навалом, много. В Петербурге, кстати, снег выпал, поэтому всем спасибо еще раз. Отдыхайте, друзья мои, на выходных, занимайтесь там важными, положительными делами. Всем спасибо за стрим, всем пока. Вы все молодцы, все красавчики, хороший у нас сегодня день был. Итак, всем до свидания.